Глупые, малообразованные, очень поверхностные, без критического мышления люди, все настолько интеллигентные, настолько вежливые, учтивые. Так, ребят, секундочку внимания. Про поляков, про белорусов, про украинцев и про то, как мы все тут в Польше живем, я расскажу истинные причины, как я это вижу. Я уверен, что, возможно, многие из вас и не задумывались даже в эту сторону. Возможно ли стать в Польше своим иностранцу, иммигранту? Ну, в данном случае мы говорим про восточных. Украинцев, белорусов, может даже россиян, потому что мы имеем кейсы, что вот я знаю здесь россиянина, который живет, переехал, у меня интервью с ним на канале было, вот, и его поляки любят, он выучил польский, ведет канал на польском. Нас, кстати, тоже меня хейтят за то, что я не веду этот канал на польском, но этот канал изначально, если я начну вести на польском, то там сломаются алгоритмы. Так уж сложилось, так работает YouTube. Я все планирую начать вести какой-нибудь просто разговорный, там, поболтать на польском, чтобы подтянуть свой польский. Но этот канал просто изначально не был задуман на польском. Поэтому, уважаемые, любимые, дорогие наши подписчики-поляки, которых немало, огромное спасибо вам за поддержку, за адекватность, за доброту, дружелюбие, гостеприимность. Такая ситуация, что этот канал просто не создан на польском, но мы делаем на каждое видео очень качественные субтитры на польском языке, чтобы полякам было удобно смотреть. Также знаю, что есть большая прослойка поляков, которым интересно смотреть, что иностранцы или приезжие рассказывают про Польшу, и за нами вот тоже наблюдают благодаря этим субтитрам. Так что это такая тема. Так вот, можно ли тут стать своим? Вот интересно, можно ли тут стать своим? И почувствовал ли я вот за эти 4 года, что я свой? Ну, конечно же, нет. Я не почувствовал. Не было у меня такого опыта, потому что мы изолированы, мы не работаем в найме, и в этом самая огромная проблема. Когда ты не погружен в общество на 300%, тогда сложно стать своим. Но, как мне, конечно же, говорят, пишут, я вижу у многих опыт, люди, восточные мигранты, которые погружаются в работы, то они тогда ловят много хейта, негатива. Конечно же, это есть. Но по поводу стать своим, я уверен, что можно, потому что мы видим, насколько огромное количество людей расположенных. Как правило, это люди просто такого среднего и выше среднего социального положения. Это не глупые, образованные, простые, обычные. Я сейчас не говорю про элиты, топ. Я говорю просто про обычных людей, нормальных, среднестатистических поляков, обычных, вот, которых большинство... Ну, мы живем в городах, вот пока что, да, жили в городах, вот в городах. И вот... Обычные простые люди, которые думают своей головой, которые не глупые, у которых обычно там средний и выше уровень образования, которые понимают всю ситуацию, вполне себе впустят тебя при условии, что если ты пытаешься интегрироваться. Как только они слышат, что ты говоришь по-польски, даже если ты пытаешься, рожаешь там этого ежа и как бы разговариваешь, как будто бы мы иногда смеемся с Настей, что мы как будто насилуем их язык, когда что-то не получается. Иногда вот эти сочетания шипящие ШЧЖ, ШЧЦ, вот эти вот, ну, сложно выговариваются, и произношение непростое, окончание отдельная история, да. Но когда поляки, нормальные, думающие, грамотные, умные, добрые, хорошие люди слышат, что ты говоришь по-польски, тебе плюс 300 к карме, плюс 300 к расположению. Вообще, они реально пытаются, помогают, подтягивают. Для них это отличный знак, признак того, что тебе не наплевать. Весь негатив, весь хейт, который есть, и которого тоже очень много, к сожалению, в интернете, очень много его, особенно в онлайн-пространстве. Откуда он? Во-первых, это глупые, малообразованные, очень поверхностные, без критического мышления люди. Второе, они живут в тотальном мраке. Тотальнейшее просто отсутствие сознания, осознанности, хоть намека на какое-то самосознание. То есть люди действительно живут просто на полном автоматизме, как боты. Они привыкли реагировать на все ненавистью. Очень часто у них даже в семье, да им плевать на кого, на каких иностранцев. Мне кажется, они себя ненавидят, они ненавидят всех в своей семье, потому что их растили в ненависти, неосознанности. Они никогда в жизни не получали любви и добра, они никогда в жизни не источали любви и добро. Люди даже не понимают, не ведают, что творят. И таких, конечно же, в каждом государстве, в
В каждом уголочке мира таких огромное количество. Кстати, вот маленькая отсылка по поводу вот этой неосознанности. Мы же сейчас с Настей ездили здесь в Польше на ретрит 10-дневный по очереди. Випассана — это просто такой медитационный центр, где ты медитируешь 10 дней. Это максимально нерелигиозная движуха. Ты там никаких мантр, никаких сект. Ты просто сидишь, медитируешь 10 дней, наблюдаешь за собственным телом. Об этом отдельно планировали записать подкаст, возможно, как-нибудь. Но суть в том, что... Почему я об этом вспомнил? Что там, когда ты находишься наедине с самим собой, встречаешься со своим эго, со своей личностью, вот этой, которую мы считаем, что это мы, и наблюдаешь за собой очень часто, за своими мыслями. Хорошо отслеживаешь этот автоматизм, как мы реагируем и действуем часто на автоматизме. Почему я вспомнил про вот этих социальные элементы? Вот в Индии был эксперимент. В Ютубе, кстати, есть видос, когда в тюрьме, ну, то есть где уголовники, рецидивисты, зэки, убийцы, насильники в тюрьме, кто-то там из начальства решил провести медитационный эксперимент. Их как бы насильно заставили медитировать. Поначалу они были против, но если очень коротко, то вот эти все зэки, которые ненавидели весь мир, убивали, насиловали людей, воровали, просто абсолютно беспринципные подонки, да, по нашим социальным стандартам, в конце этого эксперимента плакали, обнимались, и в тюрьме просто на 99% снизилось насилие между заключенными, потому что люди просто побыли самим собой, вернулось немножечко, капелька вот осознанности, пипеточка капнула, и все, ты сразу понимаешь, зачем мне это делать, зачем? Ненависть ко всем извне, она идет изначально вот от неудовлетворения, от ненависти внутри. Ты живешь в этой желчи, в ненависти, варишься и ненавидишь изнутри все снаружи. И таких, конечно же, в каждом государстве, в каждом уголочке мира таких огромное количество. Подписан в Инстаграме на новостники Варшавы, Польши, вот Вроцлава в целом, ну, каких-то или локальных городов, или в целом Польши, только и видишь, что там какого-то там иностранца с Востока избили, в кого-то стреляли, на кого-то напали, и на женщин с детьми тоже. Это все, ну, конечно, все есть. И недавно вот видео зафорсилось, как бухой орал на девушку, которая работает в Жабке. Потом, когда их арестовывают, там оказывается, что бухой бич. Ну, откуда вообще у него какое-либо нормальное, адекватное восприятие жизни и мира? Нормальному человеку даже стыдно перед самим собой. Он просто ему стыдно просто будет так делать. Какой аргумент нам еще постоянно предъявляют? Но вот вы все говорите, вы не встречаете, вы нигде не работаете там на заводах, вот сходите на заводы, но почему-то все время нас отсылают куда-то на заводы, чтобы мы там с кем-то пообщались. Всем вот этим, кто предлагает такое, я вам встречное предложение делаю. Вы идите, пообщайтесь с теми людьми, с которыми мы общаемся. А мы общаемся с обычными, простыми людьми. У нас вот сейчас вот во Вроцлаве, в Ощедле, обычные соседи, поляки, и у нас был недавно конфликт наши девочки, что-то там накосячили, ну, между там своими там детские там шалости. Все предъявили какие-то там, ну, высказали недовольство, но это все как-то очень цивилизованно, очень вежливо, без какого-либо намека на ксенофобию. Все настолько интеллигентные, настолько вежливые, учтивые. Даже наш канал почитайте, там будет написано много раз, там, спердали до щебя, там, валите. У нас вообще, мы белорусы, да? Нас отсылают на Украину. То есть, ну, кем нужно быть? Ну, что должно быть в голове? Ну, человек даже не разбирается. Ну, типа, мы похожи на украинцев. Так мы и на поляков похожи. Мы все похожи, мы внешне выглядим одинаково. Уважающий себя, счастливый человек, думающий человек разве такое сделает? Ну, конечно, нет. Ну, кто это сделает? Ну, понятно, кто. Стоит ли обижаться на такое? Ну... Если полистать наш канал, начиная с приезда, ну да, негатив есть, но его реально в процентном соотношении, ну, 5%. Ну, и то это половина из них боты, там 2%, 3% остается. А посмотрите, что пишут вот нормальные, обычные поляки. Да, многим не нравится, что мы не говорим по-польски. Многие отписываются. Я это уважаю, понимаю. Большинство смотрит, читают субтитры, все понимают и дают нам право и тоже делать самим выбор, что и как говорить на нашем канале. Пишут с уважением, что я вот не раз подчеркивал, что я потрясающе, просто поражает меня вот в польском интернет-пространстве. Вот на нашем опыте нашего канала люди приходят, пишут несогласие с моим мнением вежливо.
для меня просто разрыв шаблона. У нас, ну я уже об этом, да, говорил просто, у нас просто приходят, атомную бомбу на тебя скидывают. Почему я стал сейчас меньше снимать детей, меньше делать семейные влоги? Обожаю делать семейные видео, потому что это видеоальбомы для нашей семьи. Вот весь канал про жизнь на Бали, где детки наши выросли. Это же видеоальбом, они вырастут, представляете, и будут смотреть вот то, как они росли на Бали, маленькими, уже не будут помнить этот период. Родители молодые, мы счастливы, путешествуем, пользуемся возможностью, мы наслаждаемся жизнью, потому что жизнь для этого создана, чтобы ей наслаждаться, а не жить вот как наши люди вот в этой каторге, тянуть эту лямку, да, и насколько есть возможность, как только есть возможность радоваться жизни, нужно радоваться. И наши дети посмотрят это и увидят, ну вот эту всю жизнь перемотается для них. Это же прекрасный видеоальбом. Я люблю делать такие видео, но недавно произошел инцидент, ко мне пришел парень, ну он украинец, он просто так написал, что, ну понятно, то есть он меня обвинял в том, что я спонсирую там войну и все, и пожелал, понимаете, вот человек вот, ну в каком несчастье, понятно, что ужас, я понимаю, я даже особо не обижаюсь на этого человека, но он там желал смерти мне, желал смерти семье, вот прям открытую это было. И меня это подкосило сначала, но я понимаю, что это огромная беда, трагедия, и люди просто пытаются как-то сублимировать, найти, вот куда выплеснуть это. Я вообще даже не виню. Но этот момент показал мне, что точно уже определенно показал, что я хочу все меньше и меньше как бы демонстрировать своих детей в Ютубе или вообще в сети, потому что, ну, я как отец должен их ограждать. Хотя они уже подросли и делают сами выбор. И часто они приходят и говорят: прикольно, давай поснимаемся, давай. То есть они знают, что это моя работа, мы же снимаем еще для видеостоков. Им нравится смотреть все это, они дай камеру и все. Но мне вот уже после этого инцидента, конечно, страшно. Более того, если я не могу говорить за себя лично, то я знаю вот лично друзей своих, немало у меня людей, которые уже интегрированы, которые приехали из Беларуси уже с польскими паспортами. Они говорят по-польски. Это вот даже при мне, я был в поездке, там у меня один товарищ там вел бизнес, общается там с огромным количеством поляков, прям по дороге созванивался. Но я слышу, что у него есть акцент, то есть поляки 100% слышат, что акцент. Он говорит бегло по-польски, без проблем, но акцент, конечно, есть. Я вижу, ребята нормально делают бизнес, все круто, поляки расположены, потому что они видят в этом человеке ценного элемента общества польского. Он интегрирован, он создает пользу, он развивает бизнес, он платит налоги, он не разводит негатива. А вообще вот это вот стремление быть своим или чтобы не быть чужим, это откуда это все? Это все в любом случае из концепции разделения. Мы же видим, это же фраза, которая известна, избита: разделяй и властвуй. Нас всех дробят, разделяют и заставляют чувствовать себя где-то своим, где-то чужим. Потому что там, где ты свой, тебе скажут: иди-ка ты вот против чужих. И все эти разделения ни до какого добра не доводят, как мы видим. Вся история человеческая пропитана насилием, потому что все поделились на своих и чужих, неугодных, неверных, неправильных, кривых, другого цвета, чужих. Неправильно ли опираться на общечеловеческую концепцию? Быть человеком. Мы все едины. Мы все люди одного биологического вида. Почему мы обязаны делиться на своих и чужих? Почему мы ведемся на тех, кто делит нас на своих и чужих? Не нужно ли ориентироваться на общечеловеческие ценности и не делить себя своим и чужим? Какая разница, где ты? Если ты хороший человек, ты везде хороший человек. Если ты стараешься жить по совести, исходя из эмпатии, человечности, исходя из каких-то норм морали, да, пускай это выдуманная человеческая концепция, но тем не менее прикольно же, мы все можем быть хорошим человеком, просто вот в эту секунду стать хорошим, и все. А люди, которые сеют зло, негатив, разделение, они везде тоже одинаковые. И неважно, какой у них паспорт, на каком языке говорят, какой у них цвет кожи. И самое забавное, что когда я делюсь вот этим своим опытом, вот как данное видео, где рассказываю свой позитивный опыт, приходит много комментаторов, тоже вот и восточных эмигрантов, и переубеждают меня, говорят: нет, и смеются: нет, поверь мне, нет. Не надо меня переубеждать. Я не хочу ваш опыт. Я не хочу. У меня свой, классный. Возьмите лучше мой опыт, ребята. Возьмите мой опыт, светлый, добрый. Это же лучше. На посыл добра и света реагируют негативно. Но это тоже говорит о внутреннем состоянии, о внутреннем мире человека. Но неужели это не то, к чему мы все стремимся и хотим жить в мире, где все прекрасно?
Но как только ты заикаешься об этом, сразу в тебя летит тухлый помидор с комментариями, что ты какой-то инфантильный, блаженный чувак. Ну так может быть, мы все постараемся, каждый начнет что-то делать, работать над собой, и может быть, тогда мир будет намного лучше. Кто старался-то? Если я сделаю из себя достойного представителя человеческой популяции, Homo sapiens, вот в действительности не человек, который вот Homo sapiens по названию, а сам идет и делает то, что вот о чем мы говорили, да, а в действительности, то мир станет лучше на одного человека. Вы тоже сделаете то же самое, и вот сколько людей посмотрит это видео, настолько людей станет лучше мир. Опа, все просто оказывается. Поэтому идем от света к свету.